Рыба с человеческими зубами, муравей с невероятно болезненным укусом, огромные змеи и даже гигантские пиявки. Вот кто обитает в Амазонии. Сегодня я расскажу вам о самых жутких хищниках этого региона. Вы точно будете рады, что прямо сейчас находитесь дома, в безопасности, а не там, где обитают эти чудовища. Потому что в конце ролика я покажу вам безобидную на первый взгляд рыбку, способную убить взрослого человека. Так что приятного просмотра. Начну свой рассказ, пожалуй, с самой жуткой рыбешки. Вы когда-нибудь слышали о скумбриевидном гидролике? Если нет, то, может, хотя бы о паяре? Так ее еще называют в мире. Ну или о чамбире, качоре. У этой рыбки много имен. И когда я впервые увидел ее фотографию, я не поверил своим глазам. Почему? Посмотрите на ее клыки. Это какая-то смесь рыбы и саблезубого тигра. Я думал, такое невозможно в природе, но как же я ошибался. Кинжалоподобные зубы растут из нижней челюсти гидролика и используются для того, чтобы насквозь пронзать своих жертв. А еще они настолько большие, что этой рыбке даже пришлось изобретать специальные выемки для клыков, чтобы челюсть могла спокойно закрываться. Паяра – настоящий монстр Амазонии. У нее вечно такой яростный взгляд, будто она готовится атаковать кого-то. Но не переживайте, к счастью, гидролик ихтиофаг, то есть питается только рыбой. В его пасть попадает все, что дышит жабрами, даже представители своего вида. Но это вовсе не значит, что он не может укусить вас. Так что не стоит засовывать пальцы в его рот. Интересно и то, что скумбриевидный гидролик умеет очень быстро передвигаться, прямо как молния, обладает грубой силой и может выпрыгивать из воды на большую высоту. И поэтому этого 18-килограммового монстра боятся даже пираньи. Более того, некоторые ученые считают, что паяра находится на вершине пищевой цепочки. То есть ее боятся буквально все, и никто на нее не охотится. Ну конечно, если проглотить такой клык, то это будет подобно иголке в желудке. Я согласен, лучше тут не рисковать. Кстати, о пираньях. Они, конечно же, тоже обитают в Амазонке. И если вы когда-нибудь смотрели фильм «Пираньи», то, несомненно, думаете, что эти рыбки очень опасны, способны разорвать человека на мелкие кусочки буквально за считанные секунды. Однако это не совсем так. Краснобрюхая пиранья правит водами Амазонки и близлежащими территориями. Питается всем, что попадается под руку, ну или под плавник, своими собратьями, червями, ракообразными и насекомыми. Иногда ей на пути встречается и человек, но проглотить его целиком она, конечно же, не способна, а может лишь нанести серьезные травмы. Местные рыбаки считают пиранью профессиональным риском, и каждый второй имеет шрамы от ее укусов. Так что если вы вдруг окажетесь в Амазонке, услышите глухие лязгающие звуки, исходящие из глубины, скорее выходите из воды. Так пираньи посылают сигналы друг другу. И не стоит стоять даже на мелководье, ведь именно там эти маленькие хищницы, размером не более 30 сантиметров в длину и весом 2 килограмма, предпочитают охотиться. А как еще скрываться от тех самых метровых скумбриевидных гидроликов? Не все пираньи питаются мясом и имеют острые клыки. Например, рыба паку – вегетарианка с рядом человеческих зубов, ну или очень похожих на человеческие, и я не шучу. Посмотрите сами на ее зубы. Почему же я назвал паку вегетарианской? Все просто, потому что питается она преимущественно орехами, которые умело раскалывает необычным ртом. Правда, неожиданно. Но это не означает, что данная рыбка не может кого-то укусить. Например, ей иногда на пути попадаются невезучие раки. Она принимает их за орехи и раскалывает панцири, а потом понимает, что это лишь мясо, и с отвращением уплывает. А что касается человека, то, скорее всего, если вы увидите зубы паку, она будет использовать их лишь для того, чтобы напугать вас, но вряд ли для атаки. Тем не менее, случаи нападений паку на людей все же есть. Считается, что они охотятся за мужскими достоинствами, так как некоторые части мужского тела можно спокойно перепутать с орехами. Думаю, это глупый миф, но довольно забавный и одновременно страшный.
И независимо от вашего пола, вам следует опасаться паку во время купания, потому что они вполне могут укусить вас, если перепутают со своей привычной едой. Например, в частном аквариуме в Шотландии рыбка чуть не откусила палец неосторожному зеваке. Так что держитесь на расстоянии даже от вегетарианской пираньи. Поберегите свои пальцы и, другие части тела. До создания этого ролика я думал, что акулы обитают только в морях и океанах, в соленой воде. Оказывается, я ошибался. Акула-бык или тупорылая акула встречается практически повсеместно, но особенно предпочитает теплые воды Амазонки. Покидая моря и океаны, этот хищник может преодолеть до 4000 километров в пресной воде. Эта способность связана с особенностью физиологии. Жабры и ректальная железа тупорылых акул могут сохранять и выделять соль. Интересно, что этот вид речных хищников к тому же предпочитает прибрежные воды не глубже 30 метров, что делает этих пресноводных, да и к тому же очень крупных, до 4 метров акул, особенно опасными для людей. Но не спешите волноваться. Основной рацион акул-быков включает костных рыб, черепах, морских и наземных млекопитающих, ракообразных, иглокожих и скатов. И хотя известны случаи нападений на людей, они все же очень редки. Самый известный произошел почти век назад. В 1916 году в Нью-Джерси, когда в течение 12 дней акулы-быки убили 4 человек и ранили 1. Эти нападения, вероятно, были вызваны большим количеством купающихся туристов, излучающих ароматный запах и мерзкие звуки. Потому что, чтобы тупорылая акула напала на человека, ее нужно хорошенько разозлить. В следующий раз, когда вы очутитесь поблизости к лагуне или устью реки, будьте аккуратны, ведь это привычные места обитания этих пресноводных хищников. А вот еще одно создание, похожее на акулу, но не являющееся таковой на самом деле – пилорылый скат. Чтобы понять, как оно выглядит, представьте себе акулу с длинной мордой, пилообразным носом в форме лезвия и острыми зубами, и вы получите точное изображение. Некоторые пилорылые скаты могут достигать длины 7,5 метров и веса в полтонны. Так же, как и тупорылые акулы, пилорылые скаты предпочитают солоноватую воду в устьях рек, но временами перемещаются и в пресные воды. С учетом того, что носовая часть составляет четверть всего тела, скаты используют ее как оружие, а также как средство защиты от хищников. Как дубинкой, они могут оглушить своим носом близлежащую рыбу, а также пригвоздить свою жертву ко дну, прежде чем приступить к поеданию. К сожалению для него, эта же часть тела делает пилорылого ската уязвимым перед сетями, поэтому этот представитель речной фауны сейчас находится на грани вымирания. Ох, посмотрите на это чудище, которое называют арапайма. Увидеть такую рыбину – настоящее испытание для нервной системы. Она просто гигантская, до 3 метров в длину и весом до 100 килограмм. Хотя некоторые особи бывают даже в 2 раза больше. И вот что интересно, когда видишь такого монстра, невольно представляешь, как он ест людей на завтрак. Но нет, арапайма не людоед. Она предпочитает фрукты, семена мелких птиц и моллюсков. Хищница просто широко открывает свой рот, создавая вакуум и засасывая все, что попадется под нос. А потом своими зубами и костным языком она измельчает пищу, прежде чем отправить в живот. В водах Амазонки популяция арапаймы многочисленна и играет важную роль в жизни коренного населения, став предметом гордости для местных сельских жителей. Ну а если вы решили найти в этом регионе крупнейшего хищника, то не стоит искать никого дальше черного каймана, который, безусловно, выглядит устрашающе. Огромная рептилия с темно-черной или серой чешуей, красные глаза – просто ужас. Не хотел бы я с таким когда-нибудь встретиться. Этот жуткий монстр охотится таким же жутким образом. Он поджидает жертву, черепаху, птицу, мелких млекопитающих, у воды, а потом стремительно нападает, удерживая бедолагу на глубине до тех пор, пока та не утонет. Затем же кайман приступает к долгожданной трапезе, отрывает от туши гигантские куски своими мощными челюстями и проглатывает целиком. Будьте осторожны, черные кайманы могут напасть и на людей, если почувствуют угрозу.
В основном, если человек окажется рядом с гнездом, в котором хранятся яйца, ну, то бишь будущие детки. Если бы вы когда-нибудь увидели эту гигантскую пиявку вживую, то, вероятнее всего, подумали, что попали в ужастик. Однако это существо не только реально, но и обитает прямо в водах реки Амазонка. Впервые этот вид был обнаружен в 2007 году, когда его извлекли из носа маленькой девочки, живущей в Перу. Врач, проводивший операцию, отправил находку своему другу в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Однако ученому не удалось сразу определить, какой семье принадлежала пиявка. Понадобилось более 2 лет исследований, чтобы установить, что она относится к семейству пиявок, которые питаются слизистыми оболочками верхних дыхательных путей млекопитающих. Новый вид назвали королевской пиявкой или Таринабделлой рекс по-научному. Свое имя она получила благодаря огромному размеру – 7 сантиметров. Да-да, это огромный размер для пиявки. А также благодаря зубам, которые используются для прикрепления кожи жертвы, включая даже такие деликатные места, о которых не принято говорить вслух в обществе. В общем, невероятное, склизкое и довольно противное существо. Кстати, в Амазонке недавно установили памятник королевской пиявке. Неожиданно, не так ли? Думаю, это напрямую связано с медицинскими свойствами сока, который она выделяет. Амазонкой или Амазонией называют не только реку, но и природный регион в Южной Америке. Так что помимо различных водных существ, там обитают и насекомые, звери, птицы. В тропических лесах Амазонии живет вот такой необычный представитель семейства насекомых. Его от других сородичей отличают мощные клешни в районе рта. Это муравей-пуля, и свое название он получил заслуженно. Если вы случайно встретитесь с этим вполне безобидным на первый взгляд существом, то острой боли на продолжительности суток вам точно не избежать. Его укус, сопровождаемый мощным ядом и жалом, сравнивают с ударом резиновой пули. Настолько это больно. В меня никогда не стреляли, но я уверен, что оно так и есть. И, конечно, никто не станет приближаться к этому муравью по собственному желанию. Так я думал, пока не узнал об одном ужасном ритуале. У некоторых бразильских племен есть странный обряд посвящения мальчиков во взрослую жизнь. Они плетут из больших листьев что-то вроде перчаток, а потом вплетают туда посаженных на веревочку муравьев жалом внутрь. И представьте себе, мальчику-подростку необходимо засунуть руки в эти перчатки и продержать их там целых 10 минут. А если он не сможет, то он незрелый. Самый меньший вред от этого совсем негуманного обряда – онемение рук на несколько дней. Ну и потеря чувствительности. Самый худший исход – смерть. Видимо, от болевого шока. Ну что ж, в Амазонии так принято. Если ты не смог пройти обряд, то ты не можешь быть частью племени. Так распорядились высшие силы. Но следующее существо всегда приходит мне в голову первым, когда я вспоминаю об Амазонке. Зеленая анаконда. Раньше я думал, что в фильмах сильно преувеличивают опасность этой змеи, но поверьте мне, это не так. Несмотря на то, что у нее нет яда, она является одной из самых смертоносных змей в мире, потому что зеленые анаконды могут вырасти до таких размеров, что у вас застынет кровь в жилах. 9 метров в длину и до 250 килограмм веса. Диаметр тоже впечатляет, почти 30 сантиметров. Просто гигант, что тут сказать. Кажется, чтобы прокормиться такой туши, нужно устроить банкет из парочки людей. Хотя в фильмах, конечно, слегка преувеличивают ее страсть к человечине. Но в целом змеюке без разницы, что поедать. Правда, обычно она предпочитает более классические блюда. Птиц, оленей, ягуаров, черепах или даже капибар. Прямо гурман. А вот то, как эта змея устраивает свои трапезы, это вообще отдельная история. Анаконда обвивает свою жертву и душит ее, а потом целиком затягивает в себя, наползая на жертву сверху, как чехол. Помните эту картинку из «Маленького принца»? Думаю, это именно эта змея съела слона. Но представьте себе, существуют хищники, способные съесть даже анаконду. И они обитают в Амазонке. Бразильские выдры – самые крупные пресноводные представители этого семейства. Их размеры впечатляют.
Взрослые самцы могут достигать 2 метров в длину от головы до хвоста. Питание бразильских выдр в первую очередь включает в себя рыбу и крабов, на которых они охотятся в группах от 3 до 8 особей. Так, в день они могут съедать до 4 килограммов морепродуктов. И это еще не все. Несмотря на милый внешний вид, эти животные далеко не безобидны. Были случаи, когда группы бразильских выдр атаковывали и убивали взрослых анаконд, а также успешно справлялись с кайманами. Однажды наблюдатели зафиксировали, как группа бразильских выдр убила и съела 1,5-метрового каймана всего за 45 минут. Невероятно! Так что эти, на первый взгляд, безобидные животные – одни из самых сильных хищников тропических лесов Амазонки, что подарило им неофициальное название «речные волки». Амазонка кишит не только гигантами. Маленькие существа, обитающие в ней, не менее ужасны, по крайней мере, если верить историям о них. Сомики-кандиру – это крошечные паразитические пресноводные рыбки, которые прославились благодаря своему неприятному хобби – залезать, помните, мы до этого говорили, в половые органы тех, кто неосторожно решает помочиться прямо в реке. Попав в мочевыводящие пути, сомики крепко застревают там, благодаря шипам, растущим на их спинах. И хотя задокументированных случаев мало и постоянно происходят споры о том, происходили ли они вообще, есть по крайней мере один официально подтвержденный случай, когда операция была просто необходима для удаления кандиру из уретры мужчины. Рыба практически достигла мошонки молодого человека, пытаясь укрыться глубже, доставляя ему невероятную боль. Но, как правило, сомики-кандиру предпочитают паразитировать на рыбах, прикрепляясь к жабрам крупных особей с помощью шипов на своих спинах и питаясь их кровью. Так что не переживайте, это, возможно, миф, а может и нет. Амазонка и ее обитатели действительно впечатляют. Не понимаю я тех смельчаков, которые отправляются в необычные путешествия по джунглям. Это же довольно опасно. А что вот ты, именно ты, кто сейчас меня слушает, думаешь по этому поводу? Оставляй свои комментарии под видео, ну а у меня на этом все. Спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Пока-пока.